что он хотел доказать тебе своим поведением? А смотри, он с тобой в колеснице, и своим поведением он хочет доказать свое лидерство, что он управляет колесницей судьбы своей и твоей. Поэтому он хотел доказать тебе, что он настоящий мужчина, ты должна быть, знать свое место в колеснице. И также он показывал свое эго и свою власть над пространством, в котором вы, волей или неволей судьбы очутились вместе, в этих обстоятельствах. То есть то, что он главный, что он рулевой. Приветствую всех, друзья, с вами таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш расклад будет на тему: он думал тебя наказать, но не судьба. Сейчас он чувствует, что его планы меняются. Посмотрите этот общий расклад Таро на загаданного мужчину, на любовь, отношения, мысли, чувства, планы и действия до конца. И карты сегодня покажут то, о чем он молчит даже сам с собой. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, и мы с вами начнем с того, что, посмотрим, какая у вас ситуация в отношениях, кто пришел на расклад и, вообще, что видно и как карты видят эту ситуацию между вами сегодня. Смотрите, пустая карта, хаос. Хаос, и расклад подходит, в принципе, для всех, для всех, кто ищет какие-то смыслы в этой ситуации, в этой отношении и не понимает, что происходит. Дальше. Здесь феминность, здесь женщина достаточно такая женственная, мягкая. И, знаете, вы свою энергию женскую, проявляете в отношениях с этим мужчиной, но пока взять под контроль и управлять хаосом в этих отношениях, возможно, у вас не очень получается. У этой женщины есть что скрывать, и она не торопится, не торопится, не поспешает, не торопится открывать свои секретики. То есть есть козыри у нее, у этой женщины. И новобрачные, возможно, вы готовитесь к чему-то в своих отношениях, к объединению, укреплению этих отношений. Может быть, только расписались, может быть, помолвлены или договорились о чем-то, или вам обещает партнер, но как минимум вы стремитесь к тому, чтобы ваши отношения стали официальными, Центральная карта – новобрачные. Окей. Может быть, недавно были на свадьбе, у кого-то. И здесь форум. Форум обычно о каком-то собрании людей, о рынках, о окружении. По сути, эта карта, она очень близка к карте сад. И она говорит о том, что ваше окружение, оно достаточно сильно влияет на то, что происходит между вами сегодня и сейчас. Поэтому, как бы вы ни скрывали, от окружения что-то, этот саван или этот капюшон черный, или эта мантия, ваша женская мантия, она не скрывает, или не может скрыть от посторонних глаз то, что происходит между вами, и эти отношения, они публичные получаются, о них знает гораздо больше людей, чем бы вам хотелось. И весталки. Весталки – карта о женщинах, которые до 30 лет были, готовы были служить в храме богини Весты, богини женственности. У меня такое ощущение, что это больше о преданности, вашей женской преданности. Вы умеете хранить тайны, секретики и быть преданной своему избраннику. То есть вы ищете на самом деле избранника, может быть, среди большого количества людей, того самого избранника, которому бы вы могли быть преданы до конца своих дней. В принципе, ситуация достаточно распространенная. И несмотря на то, что здесь управляет всем хаос, вы все-таки преданы своему выбору. Где-то остановились, может быть, на ком-то, может быть, в процессе еще, то есть у вас есть этот партнер, и, может быть, вы даже еще, и все равно у вас есть варианты какие-то. Но, тем не менее, вы бы хотели остановиться на этом человеке, на этом мужчине, и даже выйти за него, в принципе, почему бы и нет. Хорошо, и у меня такой еще из потока идет сейчас сигнал здесь, что вот это преданное служение,
этому мужчине, да, и вот это окружение. Возможно, в храме ваших отношений есть тот, кто пытается наряду с вами служить так же. То есть, ну, я не говорю 100%, что тут соперница или соперничество, но дух какого-то соперничества у вас есть в этих отношениях. Может быть, с вашим мужчиной, а может быть, между вами и потенциальным партнером. Да. Ну, давайте еще с точки зрения духа посмотрим, да, как высшие силы видят вашу ситуацию. Ну, я так скажу, мужчина здесь охотник, и, знаете, всякое может быть. Вот на охоту, когда мужчины уходили раньше, да, то есть они иногда не возвращались. И мужчина тоже точно так же ищет. И, возможно, вот этой женщине, у которой, ну, феминность, да, вот женственность, да, у меня почему-то такое ощущение, что женщине здесь не хватает терпения и выдержки. Вот такой сигнал идет. И как видят карты, мужчина тоже еще в каком-то поиске находится, да, то есть варианты есть как у женщины, так и у мужчины. И мужчина сам по себе, в нем собран архетип охотника. Архетип охотника – это достаточно сложный такой, получается, характер, да, где мужчина может быть не только добытчиком, да, но и охотником до других женщин. Поэтому здесь мы будем пытаться разбираться, да, и все-таки тема «он хотел вас наказать, но не судьба». Поэтому будем смотреть, почему, несмотря на вашу преданность и на ваше стремление быть, ну, той самой, да, служительницей храма Весты, может быть очень много здесь женской энергии, да, и вы свое женское начало, да, пытаетесь поставить перед мужским, но так не получится здесь. Почему наряду с вашим служением мужчина все-таки поворачивает свой лук и свои стрелы, в том числе и любовные, или голову, да, или свой взор, как на мишень, еще на кого-то? Давайте теперь перейдем к такому, как бы, блоку, да, его намерения в прошлом посмотрим и спросим, вот что он хотел доказать тебе своим поведением. А смотри, он с тобой в колеснице, и своим поведением он хочет доказать свое лидерство, что он управляет колесницей судьбы своей и твоей. Поэтому, ну, он хотел доказать тебе, что он настоящий мужчина, ты должна быть, ну, знать свое место в колеснице. Ну и также он показывал свое эго и свою власть над пространством, в котором вы, ну, волей или неволей судьбы очутились вместе, да, в этих обстоятельствах. То есть то, что он главный, что он рулевой. А вот почему он решил, что сможет тебя наказать? Почему он так решил? Богиня Юнона. Юнона – это опять, ну, как женственность, да, то есть он, знаете, он все-таки вам показывает ваше место и чувствует вашу вот эту феминность, да, женственность, мягкость. Он не терпит управления и доминирования над собой, женского доминирования. То есть в вашем случае, скорее всего, это не получится. А если и получится, то совершенно другим способом. То есть, соответственно, вы, по его мнению, в этом вопросе, почему он решил, что может вас наказать, вы, по его мнению, слабая, не способная управлять ситуацией, влиять на ситуацию, влиять на его мужское и маскулиновое, да. И из-за этого он вас, ну, как бы, знай свой шесток, кожан, каждый сверчок, знай свой шесток, да, то есть он вам показывает ваше место, вот именно место. Ну, хорошо, может быть, это звучит неприятно, но карты выпадают так, да. А что скрывалось за его холодом, да, вот боль, например, ревность, или, может, страх, или еще что-то. Что скрывалось за его холодом? Колизей здесь это сцена, на которой происходят ваши отношения. Но Колизей это шоу. Всегда, да, было.
или место для шоу. То есть он холодно реагировал на ваши какие-то эмоции или на ваше взаимодействие, потому что он чувствовал, что вы устраиваете ему некий такой спектакль, то есть или концерт, или шоу. Вот поэтому этот человек и, по сути, как бы, может быть, холодно реагировал на вашу эмоциональность или на ваши обстоятельства, да, которые складывались у вас в отношениях. Поэтому за его холодом скрывается понимание, что то, что вы ему транслируете, это как бы ваш концерт. Да, вот так. Как судьба вмешалась в его замысел? Как влияет судьба, да, или окружение, или судьба, или внешние силы? Но он поддается искушению. И, возможно, это искушение, и эта женщина здесь, возможно, ваша соперница. Поэтому его искушают другие цели, другие возможности, другие весталки, ну или другие женщины. Поэтому судьба вам подкидывает соперницу, конкурентку и другие приоритеты. Но в образе женщины, да, или в образе соперницы, которая может здесь быть. Хорошо. Давайте немножко такой переломный момент посмотрим, да. Вот в какой момент он понял, что не контролирует ситуацию? Ну, он понял, что не контролирует ситуацию, когда он попал в зависимость. И эта зависимость, скорее всего, от своей власти и от желания контролировать все вокруг. Рабство. То есть он почувствовал, что, возможно, не может без вас, но не может и не управлять вами, и, может быть, еще и кем-то. Да? То есть этот человек, будучи охотником, он подчиняет себе жертву, да, или он ее ловит, да, и в конечном счете вы знаете, что охотник делает со своей жертвой. Но он понял, что он зависим и от вас, и от обстоятельств, которые происходят рядом с картой искушения. Какие чувства он прячет под маской равнодушия? Ну, смотрите, под маской равнодушия он все равно скрывает свою агрессию всегда, и свое верховенство, и свои ресурсы, и свои сверхвозможности, свою силу и свою возможность подавлять. Легионер всегда это единица, которая самая сильная, да, вот в армии, да, или в структурах каких-то, да, силовых. Поэтому под маской своего безразличия он скрывает осознание своей силы. Ну и тут оно и ложится: рабство, да, управление, покорение, охотничество, да, и осознанное управление своей силой. Вот это вот он под маской безразличия скрывает. То есть, как бы вы ни пытались на него воздействовать, управлять эмоционально, физически, своими женскими энергиями, да, или магией какой-то, он все равно пока что контролирует все процессы вокруг себя. Но этот контроль тоже не всегда идет ему на руку. То есть, сколько бы человек ни занимался всесильным контролем, рано или поздно он сбивается с цели, да. Ну окей, то есть он очень в себе уверен, учитывая те, которые карты вот движения, да, рабство, легионер, ну и здесь те аспекты, которые падают на вас. Да, у него есть искушение, но искушение — это больше, возможно, зависимость от каких-то моментов, которые его связывают с низшими слоями, с низшими энергиями, с низшими богами, с низшими силами, может быть, с дьяволом, да, с сатаной. Окей. Ну, давайте вот спросим, вот что он осознал о вас и о себе? Что он осознал о вас и что он осознал о себе? Давайте начнем с вас. Ну, а вас он осознал, что если у вас есть дети вместе с ним вдруг,
ну, это для пар уже таких, которые в браке, что вы настоящая мать его детей, и это он учитывает. А если у вас детей нет, он осознает, что вы для него как мать, а он для вас как дитя, и он это чувствует. О себе. Но о себе он осознает, что рядом с вами его душа начинает петь, и что он хочет или стремится слагать оды для вас, и вы его окрыляете, поднимаете, вдохновляете и возбуждаете, да, то есть поднимаете вверх. Да неплохо для начала. Ну, как бы, в принципе. Но учитывая вашу феминность, юнонство, да, или вашу юнонообразность, или юноноподобие, не мудрено, что он становится поэтом. Да. И он у вас кто? Напишите поэт, да, ну, в каком он стиле поэт. Хорошо. Вот чего теперь боится признать даже себе? Чего себе он боится признать? Он заложник обстоятельств, и в ловушке рабство для него – это созависимость и зависимость как от вас, так и от тех обстоятельств, в которые он угодил вместе с вами. И он понимает, что он теперь не свободный, не вольный. И когда это закончится, зависит уже не от него. То есть он осознает, что он теряет контроль над ситуацией и становится зависимым от не только обстоятельств, но, возможно, и от вас, потому что поэт рядом. Вы же его вдохновляете. Вот что он думает, когда вспоминает ваши глаза? Вспоминая ваши глаза, он думает о том, что и насколько о том, что они роскошны, ваши глаза, и о том, насколько они роскошны. Красота и роскошь – это субъективное понятие в чужих глазах, да, но действительно ваш взор, ваш взгляд и ваши глаза для него являются роскошью. Возможно, это і є частю того неймовірного скарбу, який він не може полишити на тут та зараз, да? На жаль. Но для него, на жаль, а для вас это на радость. В ваших глазах он тонет, возможно, и попадает в некое рабство от вашего взгляда. То есть вы его ловили не только на губки, да, вот здесь, но еще и на глазки, да. Хорошо, а о чем он молчит, но хотел бы тебе сказать? Фортуна. Рядом с вами он расцветает. Рядом с вами он успешный. Рядом с вами ему прет. У него успех. И он считает, что ваши отношения судьбоносны. Но пока что в этом хаосе он сам не понимает, как ему управлять этой судьбой. В чем здесь проблема? Есть люди, которые стремятся к тотальному превосходству, к тотальному контролю, попадают от этого в зависимость и в конечном итоге терпят поражение, потому что постоянно управлять хаосом невозможно. Иногда нужно отпускать вожжи. А здесь он постоянно как бы в седле, он постоянно за рулем, он постоянно в струе. И вот этот контроль, он его губит в конечном итоге, да, то есть он ему причиняет... Ну, он для него негативный, этот контроль, всесильный, да. Но он управляет не только своим миром, но и мирами других людей. И вот это повелевание не только своим миром и влияет на его зависимость, да, то есть он становится зависимым от власти. Но помните о том, что можно проходить испытания, да, любовью, деньгами, да, но самое трудное испытание – это испытание властью. Окей. Готов ли он действовать или снова спрячется за своей силой, за своей маскулинностью или за своей гордостью? Он будет готов действовать, но опыт это... И опыт парадоксов вдруг, да. Здесь, ну или гений, да, парадоксов вдруг, но здесь опыт. Не сейчас, он накапливает опыт, но он будет готов. Нужно время.
Здесь нужно время и опыт. Это нужно, вот когда ты опыт, да, ты его сперва получаешь, потом осознаешь, а потом применяешь. То есть где он, он сейчас где-то в стадии осознания происходит у него, а применения еще нет. То есть да, но не сейчас, не сейчас. То есть ответ нет, но потом возможно, да, тут уже смотрите по ситуации, насколько вам это выгодно, приятно, неприятно и так далее, да. Хорошо. Давайте тогда спросим, а вот как изменились его планы насчет тебя, насчет вас? Но прежде спросим, а какие у него планы на вас были изначально? Какие планы были изначально и как они изменились сейчас? Ну, тут и неудивительно, жрец, да, то есть он изначально как бы видел вашу пару, где он исполняет роль жреца. Но что такое роль жреца? Естественно, это общение с высшими силами. То есть он все равно видел себя лидером и учителем для вас. То есть он вас хотел проучить, научить чему-то. А вот сейчас что? А вот не судьба, потому что он угодил в театр, да, где он понимает, что вы играете не самую последнюю роль в его жизни, где он поэт. Он еще тот, да, режиссер по скандалам, да. Напишите, это он режиссер по скандалам или вы, только честно напишите. Так вот, он сейчас понимает, что закончить это представление, да, всю выставу, да, эту пьесу или эту драму, или эту комедию, да, или трагедию он не может. Поэтому он хочет довести этот театр, может быть, где-то он театр абсурда, до логического его завершения. Но я вижу, что он тут рядом вместе с женщиной. И давайте разберемся, это вы или это кто-то. Если вы играете ключевую роль в его жизни, тогда это вы. Но я сейчас эту карту отдаю вам, как говорится, на рассмотрение, на проработку. И вот напишите мне, пожалуйста, это вы рядом с ним за руку или это вдруг соперница, как вы считаете? То есть в его планах входит довести начатое до конца. Что удерживает вас энергетически, несмотря на то, что происходит между вами, на хаос, на расстояние, на его диктаторское величество, на его какие-то вот плюсы-минусы, на ваши плюсы-минусы, что происходит? Что удерживает вас энергетически, несмотря на расстояние? Смотрите, вас удерживает тот кайф, который вы умеете ловить друг от друга. То есть вас удерживает удовольствие. Всегда помните одно. Удовольствие должно быть дорогим. Или удовольствия должны быть дорогими. Поэтому вас удерживает то, что вы дороги друг другу. Вы дороги ему, а он дорог вам. Но это и есть часть его карцера или его неволи. То есть вы дороги ему. Вот чувствует ли он твою силу и внутреннюю свободу? Да, чувствует и велит. Он чувствует, что твоя внутренняя свобода и твоя воля, она накаляет страсти в этих отношениях. А велиты всегда шли впереди, самые первые, да, поэтому, да, и он чувствует это благодаря твоему характеру, который, несмотря на всю твою феминность и юнонообразность, да, или юноноподобие, дает тебе возможность быть такой резкой и идти в атаку, даже не имея какого-то вооружения. Будучи легким воином, или не так вооруженным, или не таким сильным воином, да, где-то ты не боишься идти на обострение и доказывать свою позицию, и ты не боишься рисковать. Вот это вот где-то он в тебе ценит. Но также велит это самая такая,
слабая единица, которые управляют, да, и учитывая то, что он здесь всегда на коне, ну, давай так скажем, он чувствует, что ты можешь дать отпор, но все равно чувствует тебя своим подчиненным, себя твоим командиром, и чувствует, что он может управлять тобой. Поэтому здесь есть плюсы и минусы, и где-то твоя вспыльчивость его раззадаривает, да, то есть его подогревает его мужское достоинство. Есть ли между вами неразорванные нити судьбы? Есть. И вы сейчас боретесь за них. Да, они все еще есть. В битве происходит разрыв, но здесь каждый борется за свое. Да, они есть. Они присутствуют, и за это происходит такая яркая или сильная борьба, да, или жестокая борьба. А вот что сейчас тянет его к тебе? Любовь, сожаление или еще что-нибудь, да? Но здесь гастат, и гастат – это о агрессии. Ну, давай так скажем. Это попытка доказать, что он первый, он лидер, он победитель, поэтому его к тебе тянет страсть, мужская энергия, маскулинность, агрессия и желание управлять и повелевать тобой, то есть желание властвовать над тобой. Интересный такой сегодня расклад, какой-то такой пристрастный, драматический где-то, и у меня такое ощущение, что он чуть-чуть с нотками психопатии со стороны мужчины. Ну, такая легкая нотка, но без фанатизма, так как говорится. Окей, давай посмотрим вот немножко о судьбе ваших отношений, да. Что решит судьба между вами в ближайшее время? Ну, почему-то идет вот очень хорошая карта. Это больше о том, что между вами должно все стать намного лучше, чем было, улучшится ситуация. Возможно, вы попадете вместе на какое-то событие, на какой-то праздник. И тот, кто готовится к свадьбе, возможно, это и свадьба, потому что здесь все-таки новобрачные, да. Ну, может быть, ситуация улучшится, да. То есть судьба решит, что будет лучше. И праздник душ ваших не исключен здесь. Окей. Хорошо. Давайте спросим, а вот вернется ли он? Если вернется, то с каким намерением? Ой. Ну, давайте. Вот это вернется ли он, а если вернется, то с каким намерением? Вторая карта. Ох, пока что шансы на то, что он вернется, очень невысоки, к сожалению. Но чума – это очень плохая карта. И помните, да, как чума выкашивала все вокруг. Если вернется, то ему будет что рассказать о себе. С каким намерением, если вернется? Но что ж такое пытка? Чтобы пытать вас или спрашивать с вас по всей строгости, если он подозревает вас в чем-то. Поэтому этот человек еще может быть и очень таким большим-пребольшим ревнивцем. Ну, окей. Ну, вот такие карты интересные выпали, да. Хорошо. А что покажет его поступок в реальности? Как это будет проявляться? Ну, либертины – это люди, которых освобождали обычно из рабства, поэтому его поступок даст ему свободу, ну и, скорее всего, свободу вам. Возможно, он вас освободит от того, что происходит между вами. Ну, а возможно, даст вам возможность посмотреть на свою свободу под другим углом. Хорошо, а давайте спросим, вот какая кармическая развязка ждет его после всего, что он натворил? Я не буду озвучивать
что тут написано, но вы сами можете прочитать, если вы не владеете, да, руническим шрифтом, то посмотрите просто на саму карту. Что вам делать? Что посоветуют делать вам карты Таро? Бог Юпитер. Вам нужно общаться с высшими силами, с теми высшими силами, с которыми у вас налажен общий язык. Если это Юпитер или планеты, обращайтесь к ним. Если это какие-то другие высшие силы, например, бобы, семечки, спички, карты Таро, руны, ну и те люди, которые умеют и предназначены для того, чтобы общаться с высшими силами, с которыми и у вас есть общий язык, и, возможно, у тех людей, которые могут позволить себе это тем или иным образом. Общайтесь с высшими силами по поводу этого вопроса вообще, да, то есть продолжайте, например, гадать или общаться с высшими силами, да, потому что здесь у вас очень сложная вот эта судьбоносная горизонталь, где есть и праздник, есть чума, есть пытка, есть освободившийся, есть 13-й аркан и есть Юпитер. Возможно, вы скажете, что на все воля Создателя или на все воля Бога, и тоже будете правы. Стоит ли вам уходить из этих отношений, убегать, ну или покидать, да, эти отношения? Если и да, ну вообще нет, эта карта, она обычно негативная, ответ нет. Но если и да, то вам нужно делать это в тайне. И вот не потому ли вы тут в черном саване, да, чтобы вас не узнали или чтобы не видели ваше лицо, когда вы покидаете форум, да, или сбор людей. То есть я бы сказал, что нет, а если и делаете, то храните это в строгом секрете. Хорошо. Что будет, если вы останетесь в этих отношениях? Ну, для того, чтобы вам остаться в этих отношениях, у вас должна быть своя стратегия, и вы, скорее всего, должны укреплять свои позиции и выходить в образе Велита в этих отношениях вам вряд ли получится, потому что у вас достаточно сильный соперник. Но, скорее всего, вы будете ввязаны в какую-то жесткую игру, где стратегия часто пересекается с военными действиями или с конфликтами, да, с какими-то, ну, с какой-то войной, условно говоря, в отношениях как минимум. Да. Поэтому хорошо подумайте, а стратег ли вы, а умеете ли вы стратегически мыслить, умеете ли вы, любите играть в шахматы, например, да, то есть любите ли вы логические какие-то вещи. Поэтому, если вы останетесь, вы попадаете в новую игру какую-то, да, стратегически, будучи стратегически готовы или не будучи, это уже все зависит от вас. Ну и что будет, если вы вдруг уйдете, покинете? Если вы покинете его границы, его власть, то он будет стараться доказать свою силу и власть над вами, пытаясь вас вернуть в сферу своего влияния. Но вот вопрос, хватит ли у него сил, возможностей и здоровья это делать, и не распорядится ли судьба таким образом, что его императорское величество вынужден будет контролювати аркан справа. Світла вам та вашому всесвітові, і нехай вам щастить у ваших стосунках. Почуємось. Па-па.